Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать шопер из полиэфирного шнура 2 мм. На такой шопер размером ширина 30 сантиметров, глубина 30 сантиметров и высота без ручек 30 сантиметров мне понадобилось 700 метров шнура 2 мм. Где заказать шнур, артикул я все оставлю в описании под роликом. Вязать будем крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, делаем кольцо амигуруми и провязываем первый столбик. Смотрите, как я вяжу первый столбик. Вы же можете просто провязывать 3 воздушные петли. Набираем воздушную петлю, вытягиваем вторую, прокрутили в кольцо. Вот у нас первый столбик. Провязывая таким образом, столбики получаются идентичными вот настоящим нашим столбиком. Сейчас еще раз покажу. Так, все с самого начала. Делаем кольцо. Вытягиваем шнур. Воздушная петля. Следующая петля, она у нас такая высокая. Прокрутили, провязали. Я уже привыкла так вязать. Мне эти столбики очень нравятся, я вам скажу. Далее в кольцо мы набираем еще 15 столбиков с одним накидом. То есть вместе с первым их должно быть всего 16. Это будет серединка нашего донышка. То есть мы сначала будем вязать такой квадрат филейной сеткой. Я вам покажу, как я вяжу филейную сетку, как красиво перехожу на новый ряд. А далее мы уже перейдем к стенкам. Итак, вяжем, чтобы у вас получилось 16 столбиков с одним накидом. Итак, смотрите, у меня получилось 16 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 16 вместе с первым. Да, теперь мы стягиваем наше кольцо. Хорошо так стянули, чтобы у нас не было никакого отверстия. Далее мы ищем вершину нашего первого столбика. Здесь ее легко найти. Она вот так вот выделяется. Протягиваем нашу вот эту петлю. И смотрите, как я в начале ряда буду провязывать первый столбик. Вот так все стянули. Да. Идем вот сюда, не под верхнюю петлю, а я как бы в раскол вот так иду глубже. И вытягиваем ниточку длиннее. Вот так вот прокрутили, захватили нашу петлю с изнанки и провязали первый столбик. Далее я еще раз вам покажу. То есть, если не получилось, опять же говорю, если вы новичок, вяжите просто 3 воздушные петли. Далее воздушная петля и еще сюда же. Но я не под вот эту косичку, а как бы я в раскол провязываю. Сейчас вам далее покажу. Еще сюда же провязываю один столбик. Воздушная петля, накид. Вот этот столбик мы пропускаем, идем в следующий. И опять же, мы захватываем не вот эти наши 2 косички, а мы идем вот так вот, вот сюда. Вот, глубже. Чтобы над крючком была петля и еще перемычка. Провязали. Воздушная петля. Далее мы снова формируем угол. Вот это у нас была часть угла. Мы ее потом довяжем. Накид. Один столбик пропускаем в следующий. Опять же, все время буду вязать вот так вот в раскол. И сюда провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Каждый угол будем провязывать так. По 3 столбика, между ними 2 воздушные петли. Только здесь у нас не полный угол, но мы просто в конце второго ряда его довяжем. Воздушная петля, столбик пропускаем. Вот следующий. Провязываем столбик с одним накидом. И далее снова пропуская один столбик,
Следующий столбик мы формируем угол. Раз, воздушная петля, второй столбик, воздушная петля и третий столбик. Вот таким образом мы будем провязывать. У нас будет формироваться такой квадрат. Далее снова воздушная петля, один столбик пропускаем. Снова пропускаем. Здесь формируем угол. Но петли все провязываем именно в раскол. Так, воздушная петля. Все, последняя грань нам остается. Провязали. Как раз видите, ровненько столбик у нас один остается, который мы пропускаем. И довязываем еще в этот угол один столбик с одним накидом. Вот мы довязываем наш второй ряд. Воздушная петля. Петлю вытягиваем. Опять же, здесь хорошо видна вершина первого столбика. Вот она прям хорошо выделяется. Если вы вяжете таким образом, как я вам показывала. Петельку протянули. Стянули так, чтобы она была вот такого обычного размера. Оставили нить вот так вот за петлей. Опять же, идем в раскол. В раскол. То есть не только под косичку, а просто в раскол. Вот эту петлю хорошо вытягиваем. Она у нас длинная. Прокрутили. Захватили петлю и провязали первый столбик. Смотрите, когда вяжем таким образом, все столбики у нас получаются ровненькие, одинаковые. Потому что все-таки, когда 3 воздушные петли мы вяжем, это видно. И далее формируем неполный угол, то есть провязываем сюда еще второй столбик. Третий мы довяжем, когда будем заканчивать ряд. И все, и по прямой мы вяжем филейную сетку. Только по серединке формируя угол. То есть вот там, где у нас в углу было связано 3 столбика, там, где столбик посередине, мы снова будем вязать 3 столбика. А так по прямой, опять же, не захватывая только вот эту нашу верхнюю петлю, а в раскол. Вот так вот глубоко. Мы вяжем филейную сетку. Количество ячеек постоянно будет увеличиваться с каждым рядом. Это логично. Так, за счет вот этих вот прибавок угловых. То есть мы же только угол будем снова формировать посерединке. А вот эти у нас как дополнительные грани появляются. Все. И угол мы провязываем всегда одинаково. То есть вот под этот столбик мы провязываем сразу 3 столбика с одним накидом, и между ними воздушные петли. В принципе, маркер нам тут особо не нужен, но в принципе маркер можно помечать начало ряда. Вот здесь хорошо видно, чтобы ничего не попутать, потому что следующая это у нас воздушная петля. Все, мы провязываем третий ряд. И таким образом мы вяжем дно нашего шопера до нужного размера. Всего у меня будет 17 рядов. Если измерять наш квадрат, то это будет 30 на 30 сантиметров. У вас может получиться другой размер, просто не знаю, с какого шнура вы будете вязать, каким крючком. То есть вы можете под себя вязать. Каждый ряд вяжется аналогично. То есть сейчас мы закончим этот. Еще раз покажу, как перейти на новый ряд и как продолжать вязать. Итак, я довязываю свой третий ряд. Точно так же, то есть я в угол еще провязала недостающий столбик с одним накидом.
Ну, маркер, смотрите, мне, в принципе, он не нужен. Если вы немножко путаетесь, где у вас вершина столбика, то, да, используйте маркер. Вот у меня здесь вершина первого столбика. Петлю сделали как обычного размера, да, нить за петлей. Далее в раскол вытянули длинную петлю, прокрутили, захватили петлю с изнанки и провязали первый столбик. Воздушная петля и сюда еще один столбик. То есть это наш неполный такой угол. Все, далее филейную сетку вяжем точно так же, как я вам показывала. Не забываем, что я вяжу вот так вот в раскол. Не за вот эту верхнюю петлю, а чуть-чуть ниже. В раскол. Чтобы полотно у меня не было рыхлым, оно было более плотным. Мне так больше нравится. Все. И угол опять же у нас будет вот здесь вот провязан посерединке. Мы провяжем сразу сюда 3 столбика с накидом. По такому же принципу мы вяжем каждый ряд. Всего их у нас 17 рядов. И связав 17 рядов, у меня размер получается 30 на 30. У вас может быть другим. То есть вы регулируете тогда либо вяжите меньше рядов, либо больше, либо шопер у вас будет немножко другого размера. Все. То есть по такому принципу, провязывая вот так вот вершину угла, 3 столбика с одним накидом и между ними 2 воздушные петли. Вяжем филейную сетку, провязываем донышко 17 рядов. Вот этот ряд первый мы тоже считаем. Итак, я связала 17 рядов, у меня получается такой квадрат. Смотрите, это вполне нормально, что ваши грани вот так вот они немножко гуляют, да? Ну, смотрите, вот они не полностью. Это вполне логично при вязании квадрата. В принципе, сейчас я пройдусь паром, чтобы как бы немножко вот так вот выровнять свои края. Вы тоже проходитесь паром. Размер, я уже говорила, 30 на 30, 17 рядов у нас. И сейчас мы перейдем к вязанию стенок нашего шопера. Так, смотрите, когда прошлась пара, ну, квадрат более-менее мой выровнялся. Даже если он у вас не станет прям таким идеально ровным, это никак не скажется далее на внешнем виде вашего шопера. Смотрите, переходим на следующий ряд. У меня это 18 ряд. Закрыли точно так же, как я вам показывала. Все. То есть далее 18 ряд мы вяжем таким образом. Мы в угол просто провязываем один столбик с накидом. Опять же, мы его вяжем тоже так же в раскол, все столбики, но он у нас уже не 3 будет, а 1. Воздушная петля, и далее по прямой мы вяжем филейную сетку. Я вяжу таким образом, чтобы она была не такая дырявая. Смотрите, как смотрится тогда наша филейная сетка. Все, и просто теперь каждый угол, вот я сейчас дойду до угла, я вам покажу, что мы уже будем провязывать не по 3 столбика, а по одному. Довяжем вот эту грань, и угол я еще раз вам покажу. Итак, подходим мы к углу. Если мы до этого, когда вязали донышко, в угол провязывали вот прям в вершину 3 столбика, то теперь просто каждый столбик мы провязываем просто по отдельности. Все, не делая никаких прибавок. Да, таким образом мы с вами вяжем стенки на необходимую высоту.
все наше полотно, оно начинает закругляться за счет того, что мы не делаем прибавок. Вот видите, вот здесь вот уже. Сейчас свяжу этот 18 ряд, покажу вам, как перейти на новый. И точно так же надо будет переходить на каждый последующий ряд. Итак, мы с вами довязываем 18 ряд и переходим на новый ряд. То есть все последующие ряды начинаем точно так же. Все, здесь у нас же уже посерединке не было никаких прибавок. Довязываем вот этот столбик, вытягиваем петлю, идем в вершину. Не путайте только. Можете себе ставить маркер, да, мне и так видно, где у меня вершинка первого столбика. То есть сразу за ним идет еще воздушная петля. Чтобы у вас было красиво, вы не путали. Можете туда реально ставить маркер. Вытянули. И провязываем вот таким вот образом первый столбик. Провязали. Все, никаких прибавок не делаем. Воздушная петля. И далее все вяжем просто филейную сеточку, создавая наши стенки, наши сумочки. Все, теперь у нас уже будет формироваться. Края будут немножко вот здесь закругляться, видите, вот так вот. Все. Теперь высоту вяжем необходимое количество рядов. Итак, я связала мне необходимую высоту. Но так как у меня еще будут ручки и обвязка, то у меня пока это получилось 32 ряда. Да, вместе с донышком, там у нас было 17 плюс 32, 49 рядов всего. Высота стенок пока 28 сантиметров. Так, 49 рядов, 50, переходим на 50 ряд. И смотрите, как мы будем делать обвязку. Так, вот место перехода, переходим на обвязку, вяжем 50 ряд. Так, смотрите, первый ряд обвязки. Свяжем 2 ряда обвязки и начнем формировать ручки. Вытянули петлю, опять же идем в раскол и обвязываем мы столбиками без накида, поэтому все вот так вот соединили 2 петли, провязали первый столбик. Там, где была воздушная петля, просто в арку провязываем столбик без накида. Опять же идем в раскол и провязываем первый столбик, второй в арку. Тоже, то есть мы вязали филейную сетку вот так вот в раскол, и теперь делаем обвязку. Вот эти столбики в вершинку, да, они идут не вот так вот по 2 петли, а идут в раскол. Все, делаем первый ряд обвязки, это у нас 50 ряд. Еще один ряд обвязки сделаем, потом будем сделать метки для ручек. Итак, довязываем первый ряд обвязки, переходим на второй. Смотрите, как мы будем переходить на второй ряд. Провязали последнюю петлю, вытягиваем ее. Далее просто будем вязать столбики без накида, не в раскол. Поэтому вот так вот заходим. Захватываем эту петлю, вытянули и провязали. Все, далее просто под косичку мы провязываем второй ряд обвязки, просто столбики без накида. И я далее сделаю разметку и покажу вам, как будем вязать ручки. Просто под косичку вяжем. Итак, довязываем второй ряд обвязки и переходим к третьему. Закрываем точно так же, как я вам показывала. Вот сейчас еще раз покажу, потому что третий ряд мы тоже снова вяжем просто столбики без накида.
так. Идем вот сюда и захватываем эту петлю и провязываем. Все. Далее просто вяжем снова столбики без накида, но мы делаем сейчас разметку. Итак, ставим разметку. Вот у меня угловые такие маркеры, да, здесь обозначены углы. Всего я буду считать по вот этим вот ячейкам. Всего на одной стороне 68 ячеек. Итак, разметки ставлю от угла, я отступаю 22 ячейки и ставлю разметки для ручек. С этой стороны то же самое, 22 ячейки. И посередине для ручек у меня 24 ячейки. Итак, я просто вяжу до голубого маркера, именно до голубого, потому что вот этот красный, это у меня вот это боковой маркер, да, а вот там, где голубой, я уже начну формировать ручки. Вот здесь вот у меня будет ручка. Поэтому сейчас просто вяжу столбики без накида и дохожу до вот этого голубого маркера. Итак, когда мы дошли до маркера, где мы формируем ручки, смотрите, вот я просто остановилась над столбиком и набираю 85 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Набираем 85. И пропуская вот это вот расстояние, 24 ячейки, я тоже останавливаюсь именно вот там, где у меня следующий маркер. Все, вот мы провязали нашу ручку. Провязываем до углового маркера и далее до следующего розового маркера, где у нас опять же здесь будет 24 ячейки, и формируем вторую ручку. Итак, я перешла на 4-й ряд обвязки, то есть ручки мы с вами уже сформировали с одной и с другой стороны. Смотрите, теперь обвязываем ручку, не доходя до ручки одну петлю, мы делаем убавку. То есть мы захватываем вот эту петлю, вытянули, но не провязываем. И захватывая первую петлю на нашей ручке, вытянули и провязали 3 петли вместе. Для того, это как раз у нас вот уголок, для того, чтобы вот здесь красивый такой был сгиб, чтобы ручка наша идеально лежала. И далее мы обвязываем нашу ручку вот таким вот образом, просто провязывая столбики без накида, так, чтобы внизу вот у нас 1 петля, сверху 2. Обвязали полностью 85 столбиков. 85 воздушных петель мы набирали для ручки. И когда спускаемся сюда вниз, мы опять же сделаем убавку. Я вам покажу еще раз. То есть обвязываем ручку. Итак, когда мы полностью обвязали ручку столбиками без накида, мы спускаемся вниз. И здесь тоже мы делаем вот такую вот убавку. То есть захватили, не провязали и в следующую петлю. 3 петли на крючке, тогда только провязываем вместе. И далее по прямой мы снова вяжем столбики без накида и идем до следующей ручки. И провязываем точно так же. Это чтобы наша ручка вот так вот красиво лежала, чтобы здесь не было никакого изгиба. Итак, у нас 5-й ряд обвязки. Смотрите, по ручке это мы будем обвязывать 2-й ряд. И вот здесь в уголочке мы снова делаем убавку. Вот та предыдущая наша убавка. И сейчас вот получается до нее и сразу после нее. Вот. Ровненько как раз над ней 3 петли и провязываем вместе. Все, снова провязываем столбики без накида по ручке. Спускаемся вниз и делаем то же самое. Вот здесь тоже видна наша убавка. То есть мы вот здесь и здесь сделаем убавку над этой. И то же самое с противоположной стороны. Итак, довязываю я 5-й ряд обвязки.
Смотрите, как выглядит ручка. Это еще не все. Мы сейчас сделаем 6-й ряд соединительными столбиками и еще сделаем обвязку внутри. Так что это еще не все. Смотрите, как мы переходим на 6-й ряд обвязки. Просто будет соединительными столбиками. То есть мы заходим, опять же, закрываем, как обычно. Захватываем эту петельку. И под косичку мы просто делаем соединительную строчку. Я люблю так обвязывать, потому что край тогда будет более плотным, более эстетичный вид получается. То есть все, мы сейчас делаем вот этот 6-й ряд обвязки соединительными столбиками и нить обрезаем. А далее внутри ручек я вам покажу. Тоже сделаем еще обвязочку. Смотрите, вот. Вот какая получается косичка, то есть за счет этой соединительной косички соединительными столбиками, да, край получается вот такой вот более плотный. Просто идем под каждую петлю. Здесь мы тоже делаем такую обвязку. То есть вот в этих вот уголках. Под каждую косичку. Здесь уже убавки не делаем, а просто вот обвязку. Итак, когда сделали последний ряд обвязки, свою нить я уже обрезала. Теперь просто красиво сформируем последнюю петельку. Просто вытягиваем нить. Видите, она распускается, поэтому обязательно сразу потом припаять зажигалочкой. Все. И вот так вот формируем аккуратно последнюю петлю. Заходим с изнанки. Все, смотрите, чтобы у вас здесь был красивый ровный край. Хвостики спрятали. Так, и теперь делаем внутреннюю еще обвязку. Смотрите, как я это делаю. То есть мы берем снова наш шнур. Заходим, в принципе, в любом месте. Формируем так первую петлю и делаем внутри обвязку, столбики без накида, опять же, как обычно. Только здесь, когда получается вы опять оказываетесь на углу, смотрите, что я делаю, я опять же здесь делаю убавку. Раз. И вот эту петлю мы хватаем, хвостик, в принципе, мы потом обрежем. Все, и делаем вот такую вот убавку. Далее я захватываю вот эти полупетли, которые у нас остались. Так, и провязываю первый ряд, просто столбики без накида. В этом углу мы тоже также сделаем убавку. И второй ряд, который я провяжу, это вот точно такой вот ряд обвязки, как здесь, полустолбиками под косичку. То есть я уже думаю, что вы самостоятельно это сделаете, чтобы у вас получилась вот такая ручка. Здесь я уже связала. Смотрите, как красиво тогда получается. То есть и здесь у нас плотный край, и вот здесь у нас плотный край. Все, делаем, как я вам рассказала, вторую ручку, и я вам уже покажу готовое изделие.